Здравствуйте, друзья! Это Пластмассовый енот, полезный канал от ИПА и не только. И в сегодняшнем видео мы проведем экскурс по сушилкам для полимерного сырья. Но прежде чем мы начнем, пожалуйста, потратьте немного своего времени и поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. Владимир, расскажи, сушилки, для чего они нужны? Сушилки используются для того, чтобы убрать остаточную влагу с полимера, который впитывает в себя при соприкосновении с окружающей средой. Если этого не делать, то изделие при литье из пластика будет в браке. То есть может появиться серебрение, либо быть трещины, какие-то впадины. Поэтому нужно сырье всегда сушить. Соответственно, сушилки бывают не только вот такие, это бункер-сушилка. Да, это вот бункер-сушилка. Сушилки бывают еще сушильный шкаф. Он для негигроскопичных материалов. Сушильный шкаф – это оборудование, в котором внутри проходит процесс нагрева воздуха для нужной температуры. Туда помещается на лотках несколько видов сырья, можно одновременно сушить. Влага превращается в пар и выводится через вентиляционное окно наружу. Сушильные шкафы использовать можно не только в производстве литья изделий из пластика. Также в них можно сушить посуду для лабораторий, можно фрукты, овощи в нем сушить. В принципе, везде распространены, можно использовать не только мясо, рыбу можно сушить? Без проблем все, что угодно можно вялить, потому что под давлением температуры. Также вот бункер-сушилки, да, это уже материал для полимера гранулированных, которые устанавливаются непосредственно чаще всего на материальный цилиндр станка ТПА. И для автоматизации подачи сырья сверху устанавливается вакуумный загрузчик. Воздух нагнетается улиткой, попадает в нагревательный блок. Там снизу горячий воздух равномерно уже начинает сушить сырье и удалять влагу с него, и выходит через патрубок, через верх наружу. Что это за прибор там показывает? Давление? Это температуру. Устанавливают загрузчики для того, чтобы какую-то порцию просушила сушка, ее можно уже использовать. Сверху добавляется, опускается ниже материал, не теряется время. А по назначению сушильные шкафы и бункерные сушилки они чем-то отличаются, или можно для того же материала использовать и то, и другое? Что удобно? Можно использовать и то, и другое для шкафа и для бункер-сушилки. Просто шкаф он предназначен для более маленьких объемов сушки. Как бы вы поместили там 3 килограмма одного, 3 килограмма другого, он просушился, там за 3 часа вы их вынули. То есть шкаф удобнее использовать, когда материал часто меняется на производстве, да, и нужны небольшие партии. А сушилка это для крупносерийного производства. Да, это более автоматически будет поступать. Также есть материалы гигроскопичные, такие как ПЭТ, поликарбонат. Для них у них влага не только наружу полимера, она в себя впитывает еще и внутрь структуры. Чтобы оттуда ее вынуть, используются сушилки 3 в 1. Они в себе содержат такой же как бы бункер-сушилка, стоит влагопоглотитель и автоматическая подача сырья. Процесс происходит, нагнетается в бункер воздух горячий, воздух проходит так же, как в этой сушилке, только при выходе воздух попадает в влагопоглотитель. Там влагопоглотитель охлаждается, воздух насыщается влагой, потом проходит воздух через сотовый барабан с силикагелем. Вся влага остается в этом барабане, и дальше попадает он обратно в сушилку. Вот. Барабан в влагопоглотителе непрерывно медленно вращается, на него сверху подается горячий воздух, это градусов 180, чтобы осушить силикагель, чтобы цикл повторялся. И барабан медленно крутится и постоянно осушает силикагель, то есть все циклично, непрерывно. Силикагель не меняется, да? Не меняется. Он осушается там же. Владимир, а поподробнее расскажи про подбор сушилки. Чтобы грамотно подобрать сушилку, нужно знать сначала, какой материал вы будете сушить. То есть вот как у вас в руках ПЭТ материал, сушить в таких сушилках не получится. Нужно именно 3 в 1 с влагопоглотителем, чтобы не было брака. Такой брак. Да, и будет такой брак. А для того, чтобы подобрать размер бака в сушилке, разберем материал АБС. Допустим, нужно нам 12 килограмм
готового сухого сырья. Чтобы его подобрать, нужно вот это количество вам, 12 килограмм, умножить на рекомендуемое время сушки этого материала. Обычно указывает завод-изготовитель это время. И на насыпную плотность. В данном случае 0,6 грамм на сантиметр кубический. То есть умножаем 12 на 3 и делим на плотность на 0,6. Получаем 60 килограмм нужен бункер объемом. Так как материал сушится 3 часа, чтобы было не беспрерывно, он будет по 12 килограмм в час, если нужна вот производительность. То есть нам нужна часовая производительность. Часовой производительности, да. Сушилка подключается 380 вольт. Далее включается сам контроллер. На контроллере задается нужная температура сушения материала. Вот этими кнопками. Когда мы задали температуру, вот эти цифры показывают фактическую температуру. Также еще температуру показывает механический термометр. После того, как задали температуру, включаем сушилку удержанием зеленой клавиши. После этого вентилятор начинает работать, тен начинает греться. На вентиляторе также установлена заслонка для регулировки потока воздуха. А зачем регулировать поток воздуха? Чтобы меньше продувалась она, чтобы быстрее сох материал. Сама сушилка состоит из бункера сушильного, куда засыпается сам материал. Внутри сушилки здесь установлен тен, нагреватель. И здесь установлен сам вентилятор, который гоняет поток воздуха. Сам тен выглядит так. В зависимости от размера сушилок, он разных размеров бывает. Так, а вот это что рядом с теном? Это называется магнитная база. То есть этой частью прикручивается к самой машине. Здесь установлен магнит. Он улавливает металлические частицы. А сюда устанавливается сама бункер-сушилка. А сбоку там что за дырка еще была? Это ссыпать материал. Это с сушилки ссыпать? Да, самой сушилки. Это нужно ставить, если вторичка, да, если может быть какие-то металлические вкрапления? Да, но желательно всегда использовать, потому что первички тоже бывает попадаются. Да. Металл. Еще бывают обычные магниты, которые кладутся просто в саму сушилку вовнутрь. Ну, тем самым можно не использовать саму магнитную базу. А потом эти магниты, они забиваются металлом, нужно их как-то продуваются, очищаются, да. Вручную? Ну, обычно воздухом их продувают. Угу. А что сейчас не выключается сушилка? Почему? Какой-то таймер стоит? Да, когда мы отключаем ее, у нее отключается тен, и вентилятор просто воздухом остужает сам тен. Остужает тены? Да. А сколько она там, по времени или по температуре она? Не, она по времени, вот у нее 5 минут, по-моему. Понятно. В электрической части устройства самой сушилки вводной автомат стоит, 380 вольт. Далее поступает уже на автомат, который идет на пускатели. Установлено 2 пускателя. Один пускатель срабатывает, это тен, включение-выключение, и второй пускатель срабатывает на сам вентилятор. Также установлен еще предохранитель. Ну, а другое электричество уже поступает 220 вольт на саму плату управления. Из платы управления уже пускатель не управляется. Часто всего проблемы встречаются, что выходит из строя сам тен нагревательный, из строя бывает выходят сами вентиляторы. Бывает такое, что если сушить вторичный материал, то пылью забивается фильтр, и тогда он начинает перегреваться. И пускатели тоже через какое-то время могут выйти из строя. Но пускатели просто надо поменять, ну и тен тоже. Термопара тоже может выйти из строя. А где термопара находится? Ну, одна механическая установлена вот здесь. Не термопара, наверное, здесь просто аналоговый, да? Аналоговый термометр обычно. Ну да, да. А вторая вкручивается вот сзади термопара, который уже на контроллер. Как температуру правильно задать этому вообще, откуда возьмем? Температура сушения материала обычно задается производителем в паспорте на само сырье. Ее прямо нужно ту же температуру задать в сушилке. Это был пластмассовый енот. Это был выпуск про сушилки. Если наше видео заслужило лайк, не забывайте его поставить, не стесняйтесь. И подпишитесь на канал,
А если не заслужила, напишите в комментарии, что было не так, как нам стать лучше. До новых встреч!